«Привет, Арми». Они думали, что это просто очередная спокойная экскурсия по дому. Просто непринужденно показывали уголки его жилища. Мягкое освещение, расслабленная атмосфера. Ничего необычного, пока Арми не увидели это в тени. Прямо за ним, на долю секунды, фигура переместилась туда, где никого не должно было быть. Чат прямой трансляции взорвался. Скриншоты заполонили ленты, увеличенные фрагменты, замедленные повторы. Один вопрос звучал повсюду: это был Чингук? Спекуляции вышли из-под контроля. Отредактировано или реально? Совпадение или подтверждение? И как раз когда фандом разрывался на части, пытаясь расшифровать пиксели, Чингук наконец заговорил. То, что он сказал, касалось не только тени. Это навсегда изменило восприятие прямой трансляции. Молчание никогда не длится долго в фандоме, который может прочитать смысл по одному пикселю. В тот момент, когда тень появилась за Ви, повествование раскололось на 1000 версий. Некоторые клялись, что это явно силуэт мужчины. Широкие плечи, знакомая поза. Другие настаивали, что это мебель, игра света, отражение, падающее на полированное стекло. Но отрицание никогда не становится трендом. Загадка, да. Видеоролики замедляли покадрово. Регулировали контраст. Увеличивали яркость, пока изображение не становилось зернистым и искаженным. И все же контур оставался недостаточно четким, чтобы подтвердить, и недостаточно расплывчатым, чтобы опровергнуть. Экскурсия по дому перестала быть посвящена произведениям искусства или архитектуре. Она превратилась в цифровое место преступления. Затем последовали сравнения: старые видео, старые жизни. То, как Чингук стоял, когда думал, что никто не смотрит. Наклон его головы. То, как он переставлял ноги. Фанаты накладывали скриншоты друг на друга, как детективы, расследующие дело. Некоторые радовались. Некоторые паниковали. Некоторые предупреждали других не переступать границы. Линии были проведены за одну ночь. И посреди всего этого Тэхён молчал. Это молчание было громче любого отрицания. Чем дольше оно длилось, тем больше теорий обретало силу. Было ли это спланировано? Было ли это случайно? Было ли это посланием? Или это произошло само собой, потому что комфорт заставляет забыть, что за тобой наблюдает весь мир? Прошли дни. Видео никак не хотело исчезнуть. Затем Чингук вышел в прямой эфир и, какое драматичное объявление. Никакого сложного вступления, просто он спокойно сидел, взгляд неподвижный, голос спокойный. Но что-то было по-другому. Не защитное, не нервное, просто обдуманное. Он знал. Сначала он не упомянул тень. Он говорил о музыке, репетициях, об обычных вещах, как будто интернет не препарировал его силуэт из гостиной другого мужчины. А потом он сделал паузу. Он прочитал комментарий. На его лице появилась легкая улыбка. Не веселая, не раздраженная, просто осознанная. «Я видел то, что видели вы все», — тихо сказал он. Чат взорвался, прежде чем он успел продолжить. Он не торопился. Он не отшучивался. Он не ругал. Он тщательно подбирал слова, как человек, идущий по стеклу. «Бывают моменты, когда ты не думаешь, что они станут заголовками», — продолжил он. «Ты просто существуешь, ни подтверждение, ни отрицание, просто присутствие». Он объяснил, что близкие люди не планируют свою жизнь ради публичного одобрения. Что иногда фон — это просто фон. Что иногда комфорт настолько естественен, что забываешь, как камеры превращают обычные вещи в скандал. Но то, как он это сказал, спокойно, уверенно, непоколебимо, больше походило на молчаливое принятие ответственности, чем на попытку минимизировать ущерб. Он ни разу прямо не сказал «да, это был я». Он ни разу не сказал «нет, это был не я». Вместо этого он сказал нечто другое.
«Важно не то, где я стоял», – тихо сказал он. «Важно то, почему вы считаете, что это так важно». Эта фраза расколола фандом надвое. Некоторые назвали ее поэтичной, другие – уклончивой. Аналитики в социальных сетях разбирали каждое слово. Защищал ли он кого-то? Защищал ли он себя? Или он бросал вызов одержимости, которая превращает близость в доказательство? Тем временем Тэхён вернулся в прямой эфир несколько дней спустя. Другая комната, другой ракурс, но на этот раз он не избегал темы. Он посмотрел прямо в камеру с этим нечитаемым выражением лица и сказал: «Вы все замечаете». Пауза. Но не все требует объяснений и извинений. Просто элегантно проведенная граница. Это не был скандал. Это не было признанием. Это не было отрицанием. Это было нечто гораздо более важное. Контроль. Ажиотаж постепенно сменился с обвинений на размышления. Самые шумные уголки интернета начали затихать, потому что люди ожидали драмы. А получили они спокойствие. А спокойствие тревожит, когда ждешь хаоса. Однако одна деталь постоянно всплывала. Я заканчиваю оригинальный ролик как раз перед тем, как тень вышла из кадра. Губы Тэхёна слегка изогнулись. Ни удивление, ни испуг. Знакомое выражение. Это выражение преследовало дискуссию больше, чем когда-либо силуэт. Потому что тени могут лгать, но комфорт редко лжет. И где-то между предположениями и заявлениями установилось новое понимание. Возможно, настоящий шок заключался не в том, что кто-то там был. Возможно, шок был вызван осознанием того, что они и не пытались это скрывать. Видеоролик до сих пор распространяется. Да. Споры по-прежнему иногда вспыхивают, но тон изменился. Меньше обвинений, больше любопытства, больше понимания того, что иногда самые сильные ответы – это те, которые не претендуют на драматизм. Тем не менее, под всем этим остается один вопрос. Если это действительно ничего не значило, почему казалось, что все изменилось в тот момент, когда появилась тень? И почему даже сейчас люди пересматривают это, надеясь увидеть что-то, что они пропустили в первый раз? Интернет обладает короткой памятью, но не в отношении моментов, которые кажутся незапланированными. Спустя несколько недель после инцидента с тенью шум должен был полностью утихнуть. Но этого не произошло. Вместо этого начало происходить нечто более тонкое. Всплыли новые видеоролики. Не агрессивно, не так, как раньше. На этот раз они были тише, с более медленным монтажом, с более мягкой музыкой. Люди больше не пытались ничего доказать. Они пытались что-то понять, потому что после слов Чингука и спокойной позиции Тэхёна энергия изменилась. Хаос обратился внутрь, и именно тогда началось настоящее напряжение. Во время другого прямого эфира Тэхён прошел мимо зеркала в коридоре. На секунду камера запечатлела больше комнаты, чем предполагалось. На этот раз без тени, без движения, но что-то было не так. На столе позади него стояли 2 стакана. Это не должно было ничего значить, но смысл редко заключается в предметах. Он заключается в закономерностях. Чат мгновенно это заметил. Скриншоты снова распространились, но на этот раз тон был не взрывным. Он был наблюдательным. 2 стакана. 2 набора палочек для еды, которые были на этой неделе. Слабый смех на заднем плане во время предыдущего прямого эфира, который не соответствовал голосу Тэхёна. По отдельности они были безобидны. Вместе они казались преднамеренными. Тем не менее, ни один из них не стал комментировать это. Вместо этого Чингук выглядел более расслабленным в своих собственных трансляциях. Он напевал незнакомые мелодии. Он казался легче. Когда фанаты задавали расплывчатые, наводящие вопросы, он не напрягался. Он улыбался. «Вы все так легко придумываете истории», — сказал он однажды, почти поддразнивая. «Иногда они интереснее реальности». Реальность.
Это слово задержалось в памяти, потому что такое реальность для людей, которые половину своей жизни проводят перед камерами, а половину в тишине? Размышления переросли в философию. Дискуссии сместились с вопроса «а есть ли это?» на вопрос «зачем нам это знать?». Но затем произошло нечто, что вновь разожгло страсти. Общий друг опубликовал фотографию с частной вечеринки. Ничего скандального, просто групповое фото. Непринужденное, комфортное. Тэхён был там. Чингук стоял рядом. Не драматично близко. Не постановочно. Просто естественно. Раздел комментариев взбесился, прежде чем его закрыли. На этот раз реакция была не на тень или фоновый шум. Речь шла о языке тела. О том, как их плечи слегка наклонились друг к другу. О том, как рука Чингука небрежно лежала за стулом Тэхёна, не касаясь, почти касаясь. Это «почти» стало новой навязчивой идеей, потому что «почти» громче, чем «очевидно». СМИ хранили молчание. Никаких официальных заявлений, никаких разъяснений, снова тишина. Но теперь молчание казалось стратегическим. Во время одного из последующих прямых эфиров Тэхёна спросили напрямую не о Чингуке, не о тени, а о приватности. Он сделал более долгую, чем обычно, паузу. «Некоторые вещи лучше растут без постоянного света», — сказал он. Фраза звучала отрепетированной. Или, может быть, это просто было правдой. Чингук в отдельном выступлении сказал нечто поразительно похожее. Не обязательно делиться всем хорошим, чтобы оно было настоящим. Не скоординированное, не идентичное, но гармоничное. Именно тогда повествование в последний раз изменилось. Речь перестала идти о том, чтобы поймать их. Она стала идти об уважении к тому, что нельзя поймать. Тем не менее, был один последний момент, который всех встревожил. В видеоролике с репетицией выступления, выпущенном позже, камера скользнула по студии. Участники то появлялись, то исчезали из кадра. Раздался смех. На мгновение заиграла музыка сбоку. Тэхён сказал что-то слишком тихое, чтобы микрофоны могли полностью это зафиксировать, но Чингук услышал это. Он тут же повернулся. Не растерянный, не удивленный, просто инстинктивный. Такой инстинкт невозможно подстроить. Видео не было драматичным. Не было никакого грандиозного жеста, никакого действия, достойного заголовка, просто реакция, которая казалась совершенно автоматической. И это было более показательно, чем любая тень. Фандом на этот раз не взорвался. Они выдохнули с облегчением, потому что загадка перестала быть скандалом. Это было тихое понимание. Однако даже сейчас что-то остается неразрешенным. Не вопрос о том, был ли Чингук в доме, не вопрос о том, была ли тень реальной, а вопрос о намерениях. Если бы они действительно хотели избежать спекуляций, они могли бы это сделать. Ракурсы можно изменить. Комнаты можно очистить. Внешность можно разделить. Они это знают, так почему же эти почти моменты продолжают происходить? Почему силуэты проникают в кадр? Почему отражения задерживаются ровно настолько, чтобы их заметили? И почему после всего этого это кажется не столько ошибкой, сколько выбором? Выбор – опасное слово, потому что если это был выбор, то это не было случайностью. А если это не было случайностью, то каждая тень, каждая буква – «Р». Отражение, каждое почти касание несет в себе намерение. Эта идея отказывалась исчезнуть. Следующий поворотный момент произошел не на концерте. Он произошел благодаря чему-то более тихому. Предварительный показ песни. Чингук поделился коротким фрагментом неизданного трека во время неформальной встречи. Без названия, без объяснений, просто мелодия, наложенная на минималистичную аранжировку. Мягкая, интимная, необработанная. Текст был едва слышен. Но одна строчка проскользнула ясно: даже когда свет горит, я стою за тобой. Интернет замер. Это могла быть метафора. Это могла быть выдумка.
Артисты не всегда пишут автобиографические истории, но время решает все. Эта фраза показалась слишком близкой к инциденту с тенью, чтобы ее игнорировать. Фрагменты предварительного показа были сопоставлены с видеозаписью с концерта Тэхёна в его доме. Силуэт, движение, пауза. Строчка из песни звучала поверх всего этого, как признание, скрытое в простом звуке. Тем не менее, Чингук так и не уточнил, о ком эта песня. Ему это было не нужно, потому что несколько дней спустя Тэхён опубликовал всего одну фотографию. Не человека, не комнаты, а просто окно в сумерках. Шторы слегка приоткрыты. Подпись гласила: «Некоторые вещи выглядят как тени, потому что ты стоишь не в том месте». Фотография не была помечена тегами. Объяснений не было, но она была видна. Выравнивание было слишком точным. Тон слишком синхронным. Не идентичные, никогда не идентичные, но связанные. И именно тогда напряжение усилилось. Это был уже не хаос. Это была хореография без видимой хореографии. Разные платформы, разные голосы, одна и та же эмоциональная частота. Фанаты начали замечать еще одну закономерность. На этот раз не визуальную, а временную. Всякий раз, когда спекуляции достигали пика, один из них выпускал что-то нежное. Отрывок песни, поэтическая подпись, прямой эфир, наполненный смехом вместо ответов. Это было похоже на то, как два человека отказываются позволить истории принять неприятный оборот. Они не подпитывали ее. Они не боролись с ней. Они перенаправляли ее. Но затем наступил момент, которого никто не ожидал. Во время совместного репетиционного выпуска, снятого за кулисами, был фрагмент, где участники обсуждали расстановку на сцене. Непринужденная беседа, ничего серьезного. Кто-то пошутил о слепых зонах на сцене, местах, которые редко попадают в объектив камер. Тэхён улыбнулся и сказал: «Всегда найдется место, где можно стоять, не будучи замеченным». Это было шутливо, но Чингук посмотрел на него, не смеясь, не смущаясь, просто глядя. А затем ответил: «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебя увидели». Разговор быстро переключился на другую тему. Этот фрагмент не был представлен как нечто значимое, но это произошло потому, что впервые возможность заключалась не в сокрытии, а в контроле над видимостью. Тень от того первого выступления не была резкой. Она не была в центре кадра. Она была периферийной. Достаточной. Недостаточно, чтобы подтвердить. Недостаточно, чтобы опровергнуть. Достаточно, чтобы существовать. Чем больше людей пересматривали этот оригинальный фрагмент, тем яснее становилось что-то. Тень не убежала. Она не запаниковала. Оно двигалось спокойно, медленно, словно тот, кому оно принадлежало, точно знал, сколько будет запечатлено, а сколько нет. Эта деталь изменила все. Случайности случаются внезапно. Это не было внезапно. Все было выверено. И если это было выверено, то, возможно, истинный смысл заключался не в том, что мы увидели. Возможно, не в том, сколько нам позволили увидеть. Разговор снова перешел от вопроса «они ли?», к вопросу «зачем показывать только это?». Публичные деятели понимают композицию кадра лучше всех. Они знают диапазоны камер. Они знают ракурсы. Они знают отражение. Так зачем позволять силуэту появляться в поле зрения, если цель не заключалась в экспозиции? Если цель не заключалась в присутствии? Присутствие без объяснений. Существование без заявлений, напоминание о том, что не всему значимому нужен заголовок. Тем не менее, остается еще один нерешенный момент. Во время недавнего прямого эфира Тэхён поправил камеру посреди трансляции. На мгновение кадр неожиданно расширился. Комната расширилась, стала пустой, спокойной. Но прямо перед тем, как он исправил ракурс, откуда-то за кадром раздался слабый звук. Не громко, не драматично, тихий смешок, не его. Тэхён отреагировал не как удивленный человек. Он отреагировал так,
как будто к этому привык. Он не посмотрел в сторону источника звука. Он не извинился. Он просто продолжил говорить, как будто ничего необычного не произошло. И, возможно, это было самым показательным. Комфорт не дрогнул. Позже той ночью Чингук ничего не опубликовал. Ни прямой трансляции, ни подписи, ни песни, просто тишина. Но иногда молчание – это избегание. Иногда это подтверждение того, что ничего не нужно исправлять. Тень, которая когда-то сотрясала фандом, теперь кажется почти символической, не доказательством, не отрицанием, а чертой, проведенной между тем, чем делятся, и тем, что просто переживают. И все же один вопрос не дает ответа. Если все это было совпадением, неправильным толкованием, чрезмерным анализом, почему их слова продолжают эхом отражаться друг в друге? Почему их молчание совпадает? И почему кажется, что мы не раскрываем что-то скрытое, а наблюдаем за чем-то, что тщательно, целенаправленно разворачивается? Потому что если дело никогда не было в том, чтобы тебя поймали, то, возможно, это всегда было. Речь шла о том, чтобы быть замеченным, но не так, как мы ожидали. И в следующий раз, когда камера неожиданно расширит кадр, останется ли это все еще тенью? Или кто-то наконец-то полностью выйдет на свет? Вопрос был не в том, выйдет ли кто-то на свет. Настоящий вопрос заключался в том, кто будет контролировать этот момент. Предположения созрели. Это уже не было громко, не было хаотичным. Это двигалось как подводный поток, тонко, устойчиво, невозможно игнорировать. Каждое новое появление, каждая совместная сцена, каждый взгляд теперь имели вес. А затем последовало выступление. Не драматический дуэт, не специальное выступление юнита, просто групповое выступление, где у каждого была своя партия, своя хореография, свое отведенное место. Но что-то изменилось. В середине песни построение немного изменилось. Это не было ошибкой. Это не было нарушением. Это было почти незаметно, если только вы не наблюдали внимательно. Тэхён сдвинулся на полшага от своей первоначальной позиции. Чингук подстроился, не глядя и без колебаний. Их расстояние идеально совпало. Ближе, чем нужно. Дальше, чем интимно, сбалансировано, профессионально, но с напряжением. Камера запечатлела это меньше, чем на 3 секунды. 3 секунд оказалось достаточно. Видеоряд снова распространился. Не обвиняя, не вторгаясь в личное пространство, просто наблюдая. Люди не спрашивали, происходит ли что-то. Они спрашивали, передается ли что-то, потому что хореография точна. Постановка сцены намеренна. Отклонения быстро исправляются. Этого не исправили. Позже, во время заключительной речи, Тэхён говорил о росте, о том, как время меняет перспективу, о том, что не все нужно объяснять, чтобы понять. Чингук слушал. Когда настала его очередь говорить, он сказал что-то, что не было прямым ответом, но ощущалось связанным. Некоторые истории сильнее, когда их не торопят. Фраза задержалась в воздухе дольше, чем следовало. Толпа аплодировала. Момент прошел, но в интернете он бесконечно повторялся. Не из-за того, что было сказано, а из-за того, как это было сказано. Между ними не было напряжения. Ни неловкости, ни вынужденной дистанции, ни преувеличенной близости, только стабильность. И эта стабильность посреди многолетних спекуляций кажется преднамеренной. Затем произошло нечто неожиданное. Всплыло старое интервью, где их спросили о доверии. Тогда они отшучивались, подшучивали друг над другом, избегали подробностей. Теперь, когда фанаты перечитали его, ответы показались другими. Тэхён однажды сказал: «Если я выбираю кого-то, я не отпускаю легко». Чингук ответил: «Я не поддерживаю тех, в кого не верю». В то время это ничего не значило. Теперь, после тени, текста песни, сценического расположения, все казалось многослойным. По-прежнему нет
Но следующее развитие событий произошло не от них самих. Оно произошло из-за отсутствия. На короткий период они перестали появляться в пересекающихся проектах. Никаких общих кадров, никаких фоновых голосов, никаких косвенных отсылок, отдельные жизни, отдельные графики. Фандом раскололся.